Здравствуйте, дорогие друзья! По-прежнему 16 апреля в Вашингтоне. Это логически продолжение моего предыдущего видео. И в этой части мы поговорим с вами о последствиях, анализе последствий удара Ирана по Израилю, о той обстановке, которая сейчас складывается, которая играет огромную роль, значит, в определении ситуации фактически во всем мире, и в том числе в отношении Украины. Так, в целом, оценивая в целом, у меня такое впечатление, что Иран неожиданно сделал большой подарок прогрессивным и здравомыслящим силам во всем мире, вот это своим идиотским нападением, неудавшимся, провалившимся нападением на Израиль, и сделал подарок в том числе и Украине. Ну, все по порядку. Я закончил в прошлый раз на том, что сейчас тщательно анализируется вопрос в Вашингтоне, в Израиле, в других странах Запада и Ближнего Востока. И в зависимости от этого, значит, будет принято решение о дальнейших действиях. А главный вопрос сейчас, будет ли ответный удар Израиля или нет. Ну, что я могу сказать по результатам вчерашнего и сегодня полдня прошло обсуждение. Скорее всего, ну практически, я не могу сказать 100%, ну так, процентов 90 удар будет, и он будет серьезным. И вот по каким причинам. Значит, прежде всего, измерили масштаб той атаки, которую совершил Иран. То есть одно дело, когда осуществляется атака, но она имеет характер блефа. То есть вроде бы и ракеты запустили, и дроны, но они нацелены там на пустыню какую-нибудь, да, какой-нибудь одинокий камень в пустыне. Это одно дело. Другое дело, когда эти ракеты и дроны были нацелены на важные государственные объекты, культовые центры, там, населенные пункты, то есть нацелены на то, чтобы уничтожать, разрушать и убивать. Ну и как это вообще возникло? Вся эта идея, как это все развивалось. Во-первых, о том, что готовится этот удар, узнала очередной раз разведка Соединенных Штатов Америки. Снимаем шляпу. То есть произошло нечто подобное, что произошло с вопросом о агрессии России против Украины. Там за полгода, здесь, видимо, за меньше, более короткий отрезок времени. Но именно разведка США точно установила, что будет атака. И как же то же самое, как и в случае с Украиной, была предпринята попытка остановить Иран. То есть Байден сказал, мы знаем, что вы планируете, у вас это не получится, поэтому не делайте это, don't, сказал он. Те не послушали. Потом, значит, когда их ракеты начали падать, и оказалось, что с атакой полный провал, Иран поспешил заявить, что типа они и не собирались уничтожать и убивать. Это был такой показательное мероприятие, нацеленное на то, чтобы их ракеты взрывались в воздухе или падали на какие-то пустыри. Это была ложь. Американцы однозначно сказали, что они знали, они предупредили, но Израиль это тоже не отрицал. Затем, когда было понятно, что Иран останавливаться не может, а Иран, как ни странно, как теперь оценивают специалисты, в частности генерал Кин, это тот, который возглавляет Институт изучения войны. Значит, он считает, что Иран предпринимал эту атаку в том числе в результате давления на него со стороны Хезболлы и других хуситов и других террористических организаций, которые хотели, чтобы Иран сыграл более активную роль на начальном этапе, а затем бы они развернули свои операции. Таким образом, заполыхал бы весь Ближний Восток. Так вот, значит, когда стало ясно американцам и израильскому правительству, что Иран не остановится, Байден приказал буквально последние 2 недели выдвинулись туда в регион самолеты и эсминцы противоракетной обороны. В том числе, вот сегодня пришло сообщение из Пентагона, что туда были выдвинуты новейшие системы борьбы с дронами, которые 70-миллиметровые ракеты, которые управляются лазерным лучом. И вот они
В том числе они сыграли роль в успешном отражении этой атаки. А атака была, по большому счету, уникальной по своим масштабам. Но надо опять-таки сказать, что Израиль готовился к этой атаке 16 лет. Вот, кстати, это объясняет, почему американцы и другие союзники такую помощь оказали. Американцев есть такое понятие: помоги себе сам, и тогда мы тебе поможем. Если они видят, что страна действительно озабочена с проблемой собственной безопасности и работает напряженно над этим, создает уникальную систему противоракетной обороны для защиты своей территории в течение 16 лет, но они есть с кем разговаривать и с кем проводить серьезные операции. Так вот, по последним данным штаба армии Израиля было запущено более 350 дронов и различного вида ракет. Из этих ракет более 100 были баллистические ракеты. И били они, это не был, так сказать, блеф, удар по пустырям и пустыням. Они были нацелены на убийство людей и уничтожение политических, государственных и даже культовых центров. Ну, были замечены ракеты, не знаю, там дроны там были или нет, но ракеты, в общем, какие-то аппараты иранские были замечены неподалеку от Храмовой горы, от мечети Акс, что совсем непонятно, ну и так далее. То есть общая оценка такова, что это должен был быть беспрецедентным по разрушительной силе ударом, который во много раз должен был превысить количество жертв и разрушений по сравнению с 11 сентября. То есть враг нацелился на смертельный удар. И только работа израильской армии, воздушных сил, систем ПВО, вот это уже трехуровневой системы противоракетной и противовоздушной обороны, плюс помощь союзников позволили это избежать. Не менее 99% было сбито, что по оценкам российского генералитета на грани невероятного. Российские генералы, которые профессионалы, это по их линии, значит, в связи с этим заявляли, что по российским канонам 90% это потолок просто, это фантастика уже. А 99% они даже не верили, что это могло, что это было возможно. Затем, значит, неожиданностью большой для Ирана и его сторонников, союзников было то, что Соединенные Штаты под это дело собрали невиданную, учитывая сроки всей этой операции, коалицию, в которую входила, помимо американцев, Великобритания, затем Франция. Туда входили также ряд стран Ближнего Востока, о чем россияне даже не подозревали. Ну и мало кто на это надеялся. Такие страны, как Саудовская Аравия, Иордания. То есть это те страны, которые сбивали летящие аппараты Ирана, когда они пролетали над их территорией. Ну, по большому счету, они должны были делать это так, по проблемам собственной безопасности, но могли бы и пропустить, если бы они симпатизировали Ирану. Таким образом, это дальше сложилась достаточно большая коалиция, которая, по оценкам многих аналитиков, представляет сама по себе большую ценность, которая может... Ну вот выступал Леон Панетта, это бывший директор ЦРУ, который сказал, что это уникальная, такая коалиция, ее надо беречь как зеницу ока, потому что при помощи нее можно трансформировать весь Ближний Восток. Что касается Ирана, Иран потерпел сокрушительное поражение. Об этом сказал вчера четырехзвездный генерал Кин, это вот тот, который возглавляет Институт изучения войны. То есть он говорил в превосходных степенях. Это было унижение, поражение Ирана, Хезболлы,
хуситов, корпуса стражей исламской революции, КУЦ, ну, всей вот этой своры, которая фактически, повторяю, то есть сейчас ни у кого в Израиле и его сторонников нет сомнений, что это должна была быть кровавая баня. Так вот, значит, все это потерпело поражение. Теперь эти все террористические организации и Иран, казалось бы, там некоторые аппараты даже проникли в воздушное пространство Израиля, казалось, это прорыв и так далее. Оказалось, нет. Израиль по-прежнему сохранил неприкосновенность в значительной степени, то есть на 99% свое воздушное пространство и свою территорию. Ну и в этой связи еще летели иранские ракеты и дроны, когда Иран сказал, что все, мы считаем, что закончило, это была наша ответка. Они тогда уже начали играть, что это был просто блеф, так сказать, символический ответ на удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Все, мы заканчиваем. Теперь, значит, все зависит от Израиля. Дальше пошли фейки. В изданиях, которые близки, как пишут, близки к Ирану, появились сообщения, что Шойгу написал якобы письмо в Пентагон, в котором сказал, что если Израиль предпримет нанесет ответный удар, тогда Российская Федерация вместе с Ираном уже еще один будет наносить ответный удар уже по Израилю. Оказалось, что это все фейк. Российская Федерация, когда полностью оценила, что произошло, начала потихоньку сворачивать, так сказать, свою риторику. Сначала они еще пыжились в первый же день, делая вид, что ничего не произошло. Но потом, значит, начали призывать к спокойствию и, значит, к тому, чтобы как-то так мирно этот процесс урегулировать. Но этому, надо сказать, еще поспособствовала позиция Китая, которая, видимо, надоели. Китай увидел, что две дворняжки под его управлением, это Иран и Российская Федерация, обнаглели и начинают выходить из-под контроля, поэтому Китай по этому поводу, значит, сделал однозначное заявление, что нужно это все прекращать. Что ошеломило на этот раз уже Российскую Федерацию. Вот помните, я вам рассказывал в одном из последних видео о статье в журнале, в издании The Economist китайского профессора, который сказал, что Китаю надоела Российская Федерация и растет напряженность в отношениях. Так вот, сегодня на один из соловьиных пометов вызвали ведущего в России эксперта по Китаю. Это ректор Института Азии и Африки, с тем, чтобы он прокомментировал. Но, надо сказать, это не прокремлевский рупор, который без стыда и совести лепит то, что ему прикажут. Человек старался, и все его выводы, значит, он пытался опровергнуть эту статью о том, что Китай уже не такой же большой друг России. Не получилось. Единственный его аргумент, что профессор, хотя он признал, что профессор, он посещал Валдайский клуб, он был принят на всех международных встречах в России, все знал. Но, тем не менее, значит, сложилась последний его тезис, что, не совсем такой, как надо, профессор написал эту статью, а вообще надо заканчивать с этим Валдайским форумом, потому что он уже потерял всякий смысл. Короче говоря, Китай призывал Иран прекратить эти безобразия. Ну и в этой связи, значит, вопрос, будет ли удар? И он, практически предрешенный. Да, будет. Почему? Потому что это был не символический удар, это был удар стратегический. Он должен сравнимый со страшной террористической операцией, который должен был привести к массовому
максимально возможному количеству жертв и разрушений. Это раз. Такое нельзя прощать. Второе. Была фактически, ну не то что сломана, но нарушена главная концепция Израиля, стратегическая. Это сдерживание Ирана. А концепция сдерживания, она подразумевает, что должна быть такая ситуация с обороной Израиля, чтобы враг даже не подумал нападать на нее. Это аналогично концепции ядерного сдерживания. Теперь, поскольку Иран впервые предпринял такую атаку, значит, ситуация изменилась стратегически, режим сдерживания нарушен, и нужно его восстановить. По этому поводу хорошо высказался четырехзвездный генерал Барри Макафри, которого я неоднократно называл в своих видео, большой друг Украины. Вот что он написал. «Скоординированная и массированная атака Ирана на Израиль была решительной попыткой нанести катастрофические потери Израилю и уничтожить истребители F-35». Представляете? Это вот истребители пятого поколения, это супер того, что имеют Соединенные Штаты и Израиль в этом регионе. Время полета 120 баллистических ракет, 120 их было, составило 12 минут. То есть они действительно реально были нацелены на то, что они уничтожат эти истребители и систему противоракетной и противовоздушной обороны Израиля. Дальше генерал продолжает. Израиль должен восстановить сдерживание. Это не может стать новой нормой. Новой нормой, о которой я говорил в своем предыдущем видео об этой акции Ирана. То есть нужно восстановить ситуацию, когда террористы, которые на содержании у Ирана, значит, смогут осуществлять свои теракты против Израиля, а Израиль не сможет ответить Ирану, понимая, что он стоит за кулисами, значит, этих атак, потому что Иран теперь сможет бить безнаказанно по территории Израиля. Израилю нужно восстановить ситуацию до такого уровня, когда опять Иран даже подумать не сможет и не захочет о том, чтобы вот повторить такой удар. Ну, тут вопрос о том, какой теперь будет удар. По этому поводу идут споры всевозможные. Ответ Израиля зависит, с моей точки зрения, основанный на анализе имеющейся информации, зависит этот ответ от следующих факторов. Первое. Соединенные Штаты заявили, что они не будут помогать Израилю в нанесении удара по Ирану. То есть Америка помогает в обороне Израиля, но не помогает в наступательных операциях. И все понимают, что это правильно, потому что ни одна страна мира накануне выборов президентских не пошла бы на то, чтобы напрямую влезть в такое стрёмное дело, как война на Ближнем Востоке. Такой же позиции придерживаются и другие союзники Израиля, из коалиции, которая участвовала в отражении иранской атакой. В этой ситуации вряд ли возможен удар по ядерным объектам Ирана. Я имею в виду не символический, а действительно массированный, серьезный, эффективный удар. Потому что для такого необходима прямая помощь Соединенных Штатов Америки, разведывательная, затем электронная система управления, там истребители, затем те же военно-морские силы США и так далее. То есть необходимо собрать такой кулак, который во многом превышает возможности одного Израиля. Возможен удар по конкретным лицам, то есть ликвидация конкретных лиц из числа военных, КСИРС, затем стражи исламской революции, затем КУЦ и так далее. Соединенные Штаты в этой связи попросили Израиль, чтобы они предоставили им список тех лиц, которые они имеют в виду в качестве потенциальных жертв. Пока не получили. Вообще Соединенные Штаты в первый же день еще, когда шла война в небе над Израилем и на подходе к небу Израиля, Соединенные Штаты поставили
жестко вопрос о том, чтобы, по крайней мере, если Израиль решит наносить удар по Ирану ответный, чтобы они поставили в известность предварительно американцев. Израиль вроде обещал, но, с другой стороны, у американцев уверенности нет, что это обещание будет сдержано. И отмечается в последние 2 дня рост какой-то своего рода напряженности между двумя, я бы не сказал странами, а между теми, кто руководит сейчас вот в этой аварийной ситуации со стороны Израиля и со стороны Соединенных Штатов Америки. То есть какое-то возникло определенное недоверие, подозрение. В существенной степени вот со стороны американцев это подозрение падает, вернее, возникает в связи с личностью Нетаньяху. Ну, понятно, то есть Нетаньяху имеет примерно такую же проблему, как и Трамп. Я сейчас не свою точку зрения высказываю, а вот то, что говорят и пишут здесь аналитики, которая заключается в том, против него же целый букет обвинений в уголовных преступлениях. Это и взятки, это злоупотребление влиянием, это коррупция. Жену его признали уже виновной во взятках, даже оштрафовали, то есть ее осудили за совершение уголовного преступления. А что касается Нетаньяху, то значительное количество аналитиков здесь предполагает, что это в его интересах, чтобы напряженность продолжалась. Потому что пока продолжается напряженность, такая военная, полувоенная ситуация, он во главе государства, его не могут посадить. Как все это закончится, его могут посадить. Ну вот примерно такая ситуация, которая происходит с Трампом, которому или надо стать президентом, или он идет в тюрьму. То есть я вот на основании того, что я вижу и слышу, удар, он практически предрешен. Единственный вариант, это, то есть вопросы, когда именно он произойдет. Вообще, по идее, согласно доктрине Израиля, в ответ на то, что совершил Иран, ответный удар Израиля должен быть быстрым. И он должен быть ошеломляющим по своим размерам, масштабам, во много превосходящим то, что враг планировал при нанесении удара по Израилю. Ну вот я вам рассказал, собственно говоря, тех параметров, которые, в рамках которых будет решаться этот вопрос. В целом, как сказал, вот, допустим, генерал Кин, возникла уникальная возможность сейчас в связи с провалом этого удара Ирана воспользоваться. Американцы обязаны этим воспользоваться вместе с израильтянами, принимая еще внимание о том, что возникла действительно такая на практике, не на бумаге, не на словах, а на практике, работающая коалиция, включающая и Саудовскую Аравию, и Иорданию. Симпатизировали также и другие ключевые страны Ближнего Востока, в частности, Египет. То есть вместо того, чтобы потерпеть поражение от этого удара, Израиль, союзники, наоборот, вышли, в принципе, из этого победителями. Сейчас вопрос в том, чтобы на гребне победы, на вершине победы вдруг не потерпеть поражение. Но я думаю, что количество умных людей в столицах обоих государств и рациональных, так сказать, мыслителей достаточно для того, чтобы принять правильное решение. Есть также конспиративные теории, напоследок, так сказать, я вам расскажу. Вот одна из них гласит, что это все замутили Нетаньяху и Трамп, которые сами по себе большие друзья. Вы, возможно, слышали, что после окончания президентства Трампа его зять Кушнер получил от саудовского принца, ну, скажем так, благодаря хорошим связям с саудовским принцем, получил инвестицию в компанию Affinity, которую основал Кушнер, $2 миллиарда. Это дело лежит пока без движения в Палате представителей Конгресса, пока там большинство республиканцев. Но если ситуация изменится, то начнется, вместо Хантера Байдена начнут рассматривать Трампа и Кушнера. Вот. То есть говорят, что у Трампа одинаковые интересы, чтобы взвинтить обстановку, обвинить в этом Байдена
и на гребне, значит, этой кампании въехать в Белый дом. Ну и у Нетаньяху то же самое. Поэтому якобы они это замутили, и в последнее, вот якобы подтверждение в этой теории, это было публичное заявление Трампа, ну, буквально на днях, когда он пригрозил страшной местью или судьбой одному из лидеров Ирана, что не имеет никакого права делать, потому что он никто. А есть такой закон Логана, здесь Соединенных Штатов Америки, согласно которому частным лицам никоим образом нельзя вмешиваться во внешнюю политику США. То есть критики и сторонники этой теории, они считают, что как раз Трамп совершил еще одно преступление ко всему тому букету, который сейчас, с которым он сейчас разбирается. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте завершить сегодняшний выпуск. Лед действительно тронулся, наконец-то. То есть мы вышли на финишную прямую, и давайте будем надеяться, что вопрос с помощью Украине наконец-то решится положительно. И тогда я очень надеюсь, что ситуация на полях сражений в Украине резко изменится в положительную сторону. Потому что изменились настроения, особенно после вот этой авантюрного удара или попытки удара Ирана, за которым стоит Российская Федерация в том числе. Настроения в политических элитах и в Вашингтоне, и в других странах Запада существенно изменились. Поэтому, как всегда, дорогие друзья, слава Украине, ее вооруженным силам, враг будет разбит, победа будет за нами, а вам, как обычно, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!